Всем привет! Вы на канале Lovecraft. В этом видео я покажу, как я сделал нож-револьвер из советского напильника. Начну с изготовления барабана. Из обрезка трубы вытачиваю заготовку нужного размера и устанавливаю подшипники. Дополнительно закрою края заглушками. При помощи суппорта токарного станка делаю продольные линии и при помощи надфиля пропилю долы. Окончательную форму допилю шаровыми фрезами. Определенное сходство уже есть. Отрезаю ненужную часть и устанавливаю второй подшипник. Устанавливаю металлическую заглушку и отторцую все на токарном станке. Прощайте, барабан. Из вот такого ржавого шестигранника отрезаю заготовку. Из нее я сделаю полусферу. Она послужит ответной частью для нашего барабана. Скругляю все напильником и шлифую наждачной бумагой. Нарезал резьбу М8 и теперь отторцую. Шикарно! Теперь приступаю к созданию ножа. В наличии у меня вот такой советский напильник. Он идеально подошел по форме ножа. Удаляю маленький кусочек и обрабатываю клинок на наждаке. Вы только посмотрите на этот чудо-инструмент. Он сделан из кошачьего когтя. Он способен процарапать закаленную сталь. Хотя с этой задачей не справился даже метчик. При помощи болгарки и кругов разной толщины пропилил на лезвие кровосток. Нижнюю часть скруглил и нарезал резьбу М8. И это все производилось под чутким руководством шерстяного наблюдателя. Смотри, коту понравилось. Но у него лапки, так что он не может поставить лайк. Придется поставить его тебе. Спуски на лезвии делаю при помощи все той же болгарки и абразивного круга. Периодически охлаждаю заготовку водой, чтобы не потерять закалку. Черновая обработка закончена. Далее пройдусь лепестковыми кругами и зашлифую все в зеркало. Следующей деталью сделаю рукоятку. Центральную часть вырезаю из стального листа толщиной 8 мм, а боковые части будут из листа 4 мм. Отрезаю по максимуму все, что можно отрезать, высверливаю все, что можно высверлить, а дальше многочасовая доработка на наждаке и напильник. Эй, кот, видал, что там? Покажи. Ништяк. Чтобы облегчить вес рукоятки, в центральной ее части выпилил часть металла. Давно хочу проверить один лайфхак из ТикТока. Вилкой в глаз или как просверлить нестандартное отверстие. Ого, работает! И как я раньше не догадался. По совету подписчика сделаю имитацию патронов. Для этого в шабе просверлил отверстие и установил в них медную проволоку. Деревянные части данного произведения будут изготовлены из дубового полена. Для начала, при помощи кромочного фрезера и моего самодельного стола, придам заготовке ровную поверхность. Ножовкой отсекаю все лишнее и разделяю заготовку на две части. Поскольку это должен быть самый лучший нож из напильника, дополнительно украшу рукоятку надписью и узорами. Гравировку буду делать уже проверенным способом, а именно при помощи травления металла. Таким же способом я делал надпись на другом своем ноже. На моем канале есть видео о его создании. Заходи, не стесняйся. Для декорирования щечек из пластинки нержавейки выпилю две детальки, похожие на крест. Под эти детальки в деревянных щечках сделаю углубление. Так рукоятка будет более эргономична и монолитна.
приступаю к окончательной сборке. В этом проекте обошелся без сварочных работ. Все детали скрепляются на болты М3. Деревянные щечки покрываю морилкой, а после высыхания пропитаю несколько раз маслом. Посмотри, как блестят бриллиантовые дороги. Послушай, как хрустят бриллиантовые дороги. Смотри, какие следы оставляют на них боги. Чтоб идти вслед за ними, нужны золотые ноги. Чтоб вцепиться в стекло. Нож готов, и как всегда, только тебе решать, получился он топовый или да. Оцени мою работу лайком и пиши комментарий. И обязательно посмотри, как я делал ножи в стиле Маузер и пистолета Макарова.